день. Сегодня у нас расклад, который поможет глубже понять себя, мое светлое и темное, и над чем мне работать в ближайшее время, как развиваться. Так, первый вариант. Однерочки у меня в плане светлого — это вестники, это люди, которые несут хорошую, добрую, светлую информацию. Это люди, которые передают что-то доброе, хорошее. Это люди, которые наполнены светлыми энергиями, позитивными энергиями. Это оптимисты по натуре, к которым нужно прислушиваться. И порой, когда вы что-то скажете, это является абсолютно верной информацией. И многие люди прислушиваются к вам. Это и есть ваша светлая сторона. Я думаю, что замечательная светлая сторона, над ней надо дальше работать, развиваться. Ведь вы как тот голубь на карте, который несет какую-то весточку. Да, она светлая весточка, весточка, которая нам несет что-то хорошее. Но с другой стороны, если посмотреть на вашу темную сторону, то карта Гуляка говорит о том, что вы постоянно в борьбе между светлым и темным. И вам иногда не хочется быть таким добрым, несущим свет человеком, а хочется уйти в какие-то, такие отдых беспричинный, когда вам хочется просто забыть про ответственность, забыть про какие-то важные вещи и уйти, как говорится, на темную сторону Луны. Вас спит Гуляка, да, и в любой момент вы можете сорваться и убежать куда попало, абсолютно не задумывавшись о том, что же я делаю, что же со мной происходит. Вот у вас на сегодняшний день вот эти две стороны, ваш плюс и ваш минус. Над чем же надо работать? Сердце ваше на сегодняшний день очень беспокойное, оно страдает. Возможно, вы очень хотели, чтобы у вас получился какой-то очень серьезный выбор случился. То есть, возможно, это связано с отношениями, с чувствами. Вы думали о том, что с вами рядом будет хороший, добрый человек, любящий человек, но этого не произошло, не случилось. То есть выбор не произошел в вашу сторону, и поэтому сердце у вас на сегодняшний день очень страдает. И то, над чем вам нужно сегодня работать, это, безусловно, над тем, чтобы ваше сердце успокоилось, и вы должны понять, что все, что с нами не происходит в этой жизни, это урок, который нас учит чему-то новому, учит преодолевать эти сложные моменты жизни. Ведь задача выйти из этих сложных моментов обязательно с плюсом для себя и пойти в новое с этим плюсиком, и в итоге встретить что-то совершенно новое, которое позволит открыть для себя новые горизонты. Не грустите, отношения одни закончились, наступят другие отношения. Совет вам от карт. Сохраняйте собственную энергию, не тратьте ее зря. Да, сегодня вы не отправились в новый путь, но этот период, он обязательно закончится. Да, сегодня вас не выбрали, и вы не стали женщиной постоянной, но семейной женщиной, но вы сохраните в себе эту энергию, которая внутри вас живет, вот эта светлая энергия. Не уходите в гулянки, в алкоголь, какой-то беспричинный отдых и так далее, а останьтесь вот с этой замечательной энергией, сохраните ее для будущего. Да, не растратьте ее зря. Останьтесь, может быть, немножко в ограничениях, подумайте, размышляйте над тем, что происходит. И наступит новый шанс, который вы обязательно получите, и выйдете в новое состояние. Желаю вам всего хорошего. И, конечно же, приглашаю на личные разборы, на личные консультации с использованием карт метафорических и карт Таро. А впереди у нас, здравствуйте, мои многоуважаемые слушатели канала, второй вариант. Давайте тоже посмотрим, какие у вас живут темные и светлые стороны, а также над чем надо работать, что же за ситуация сейчас с вами происходит, ну и, конечно же, совет. Итак, что же светлого у вас?
А светлое у вас то, что вы такой по своей натуре человек очень легкий, спокойный, свободный, веселый, который ничего не боится, который готов идти в разные авантюры, да? Да, это положительная авантюра, обращу внимание. Когда вы, как ребенок, идете и шлепаете ногами по лужам, совершенно не задумываясь, а что ж там под водой, да, и не боясь провалиться в какие-то большие глубокие ямы. Вот в этом ваш большой плюс. Вы смело движетесь вперед, не боясь, любите начинать что-то с самого начала, можете предложить совершенно необычные какие-то интересные проекты, ситуации и так далее. То есть вы такой вот человек, который смело идет вперед, не отягощенный ничем. Это ваша светлая сторона. А что же с темной стороны? С темной стороны, вы, оказывается, еще и задиры, да? Но вот в этом, наверное, вашем пути, который порой необдуманный, да, вы иногда сталкиваетесь с какими-то сложными проблемами. И не всегда довольны этой ситуацией, потому что, естественно, вам хочется налегке пройти, а препятствия, как бы мы ни хотели, они никуда не деваются. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с какими-то непредвиденными, непросчитанными заранее ситуациями, вы становитесь задирой, да, и вы становитесь агрессивными, и можете еще ого-го как показать свой характер, а может быть и каким-нибудь там словечком, да, человека оттолкнуть со своего пути. Вот вас живет на сегодняшний день вот две такие энергии. Что же с вами происходит, да, над чем надо работать, что сегодня? Вижу сегодня, что есть какая-то ситуация, которая вас не ведет вперед. Вы как бы стоите на месте и не движетесь. Но с другой стороны, я вижу, что вот это ожидание, оно для вас не негативное. То есть вы решили просто подождать. Подождать, может быть, с эмоциями, подождать с какими-то, скажем так, проблемами. Да пусть все подождет, а я посижу. Я отдохну, надоело, не хочу это делать, не хочу делать какие-то новые проекты, включаться в работу, в новую, ничего не хочу делать, в эмоции не хочу включаться, посижу, просто отдохну, не надо ничего делать. Пусть моя машинка постоит, пусть мой моторчик отдохнет, как говорится. Наверное, потому что внутри вас вот эта вот некая противоречивость. То есть вы еще не уверены на 100%, куда пойти. Но эта карта нам говорит о том, что, скорее всего, интуитивно вы почувствуете, куда надо двигаться и примете правильное решение. Прежде чем пойти в движение, обязательно подключите свою интуицию и почувствуйте, что вам скажет сердце, а куда мне нужно двигаться. Не какой-либо человек, ни друг, ни близкий, а именно ваше внутреннее существо, ваше шестое чувство. И тогда у вас все получится. Правильно делаете, что вы сидите. Действительно, сидите в спокойном состоянии, да, в состоянии дзен зашли. Подождите немножечко, придет это осознание и понимание, куда дальше двигаться. Такой же совет вам дадут наши карты. Не конфликтуйте, посмотрите, как карты друг с дружкой не пересекаются. Не берите на себя слишком большую ответственность сейчас, потому что движения впереди еще, и эти движения, они будут еще не очень значительными. Поменьше общайтесь, побольше размышляйте, думайте, потому что где-то вдалеке у вас есть осуществление какой-то заветной мечты. Пока еще нет, но оно впереди. А если же вы поторопитесь, резко оторвете, отрежете, то мечта не сбудется, и вам будет очень грустно. Наверное, для этого вам нужно порассуждать, посидеть, наполниться энергией. Сейчас пока у вас эта энергия, которая приведет к наполнению, ее еще недостаточно. Поэтому двигаться надо только потихонечку, размышляя о том, какой правильный выбор я сделаю. Поэтому карты нам говорят, поторопишься, людей насмешишь. Поэтому лучше посидеть в каком-то необычном состоянии, поразмышлять, чтобы потом не поменялись энергии, не появилась злость, ненависть, может быть, даже и обиды на то, что у вас что-то не получается. Итак, удачи вам, приглашаю вас на личные расклады, поработать с метафорическими картами, с картами Таро, поговорить о развитии вас, о вашей личности, о проблемах, ну и о преодолении тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Рада буду вас увидеть у меня в гостях. Всего хорошего. Ну что ж, перед нами третий расклад для
моих любимых троечек, мы тоже посмотрим, какие у вас живут темные и светлые стороны, что же за ситуация сейчас происходит и как поработать с этой ситуацией. Ну, конечно же, совет от высших сил, от Вселенной. Так, что же, какие же энергии у вас позитивные, да, на сегодняшний день? Вы очень мудрая женщина. Посмотрите, вы из рога изобилия Вселенной, да, черпаете информацию. Вам стоит только внимательно прислушаться, вы найдете ответы практически на все вопросы. Мудрость, она в вас живет, а вы наполнены этой мудростью. Просто надо чаще обращаться к себе, к своему «я», к внутренним состояниям. И там, как я уже сказала, кладезь информации. Поэтому люди, которые к вам будут обращаться, я думаю, что они найдут очень много ответов. Вы очень мудры. Что же у вас темного? Ну, как интересно. Но оказывается, где-то внутри у вас живет проститутка, да? Женщина свободная, женщина, которая никому не подчиняется, женщина, которая готова себя продать за деньги. И вот это внутреннее такое состояние, энергетика, да, она вас постоянно будоражит и тревожит, да, и вот это спокойствие, мудрость, она постоянно разрушает. У вас может быть такие состояния, когда вы вдруг ни с того ни с сего можете сорваться, и вроде бы все хорошо шло, и протекали день за днем, и вдруг меня понесло какие-то непонятные дали, я совершаю непонятные поступки, да, когда я себя веду совершенно неоднозначно и порой противоречиво тому, что есть я снаружи. И вот, наверное, задача, да, действительно, ваша совместить эти две энергии, ведь и та, и другая энергия, они очень мощные, и пустить их на какие-то позитивные вещи. Что же сегодня с вами происходит, да? Вы что-то ожидаете, может быть, вы ожидаете денег, может быть, вы ожидаете любви. Тут, наверное, у каждого по-своему будет, но так или иначе, на сегодняшний день я не вижу наполненность эмоциями. Эмоциями, может быть, связанными с работой. То есть вам хотелось бы, чтобы быстрее развивался ваш урожай, и вы получали больше от вашей работы в плане материальном. Но хочу сказать, что это состояние вам по судьбе, то есть вы должны пережить это состояние и найти в том, что у вас что-то не получается на работе, и вы не чувствуете эмоционального удовольствия от этой работы, наполненности от этой работы. Значит, что-то не так я делаю, значит, может быть, мне нужно что-то поменять, если я здесь полностью свой резерв исчерпала. Может быть, как раз вот эта ситуация, она и влияет на то, что вы внутренне вас из таких крайних состояний перебрасывает, из мудрых состояний в такие, скажем так, продажные состояния, да, когда происходит бесконечное вот такое сотрясение. То есть, что же вам советуют? Да, действительно, вам нужно просмотреть документы, бумаги, может быть, рабочую обстановку всю привести в порядок. Что-то там неправильно, поэтому обратите внимание. Да, и посмотрите второй раз. Вот это вот что-то нехорошее, да, неправильное на работе нужно исправить, поставить в правильное положение. Иначе так и останется вот это длительное ожидание, надежда на что-то более материальном плане достойное. На самом деле вы так и не дождетесь. Поэтому у вас не хватает вот этой вот энергии наполненности. Перестаньте нервничать, психовать, переживать, сосредоточьтесь, включите все свои знания и навыки и разберитесь. Посмотрите, мудрость снова выходит, только уже через другие карты, о том, что вы знаете, как правильно поступить в конкретной ситуации. Тогда у вас все наладится, да, и начнется движение, более ускоренное движение к тому, чтобы получить достойный результат. То есть вы начнете двигаться в правильном направлении. Возможно, это повышение на работе, возможно, это зарплата повышение, возможно, вообще новая работа. И смотрите, туз кубков в прошлый раз перевернулся, а сейчас он встал в правильное положение, вы наконец-то наполнитесь. Обратите внимание, что там происходит.
как сделайте какой-то правильный выбор. Вы сейчас думаете, а как правильно, да, и стоите на месте и не двигаетесь. А надо бы начать принимать решения. Самое главное, не ругайтесь, это вам не поможет. А ответственность все равно нужно преодолеть, то есть взяв ее когда-то, нужно ее нести с честью. И не переживайте, ведь туз кубков все равно встает в прямое положение и начинается движение. Отсеките все, что не нужно. Да, действительно, мечта в то, какое вы мечтаете в будущем иметь работу и так далее, получать результат от работы еще впереди. То есть вы еще что-то не поняли, вы не прошли еще какие-то главные уроки, и поэтому вас возвращает и возвращает к этим трудным ситуациям, заставляя, чтобы вы в конечном итоге приняли правильное решение. Итак, вот наши троечки закончились. Приглашаю вас тоже к себе на расклады. Я работаю с метафорическими картами, работаю с картами Таро, занимаюсь изучением и разбором ваших проблем, ну и, конечно же, помощью в преодолении этих проблемных ситуаций. Приглашаю всех для встречи. Всего хорошего, до свидания. Ну что ж, общий совет на день. Что же нам скажет Оракул? Не бойтесь, прорабатывайте страх. Да, действительно, нас посещают страхи по тем или иным причинам. Но важно разобраться, что же это такое, что же меня волнует, почему же мне так страшно. Проработка сегодня для вас становится актуальной. Общайтесь, явите себя миру, взаимодействуйте с миром. Посылайте в мир позитивную энергию, и она обязательно к вам вернется. А еще здорово было бы, если бы вы помедитировали и поразмышляли, наверное, а вот как раз о тех страхах, которые в вас живут. Наверное, эта медитация приведет к вас к пониманию чего-то более важного, более высокого, более светлого. Верьте в невозможное. Верьте в невозможное. Действительно, ту мысль, которую мы отправляем на Вселенную, она несет очень большой энергетический заряд. И несмотря ни на какие препятствия, позволяет нам двигаться вперед, реализовывать наши планы, наши мечты. Поэтому ничто невозможно, да, как пока мы живы, пока у нас есть возможности, мы можем изменить практически все, что бы мы захотели. Желаю вам всего хорошего. Еще раз приглашаю к себе на встречи. И если нужна помощь и поддержка вашим друзьям и знакомым, всегда рада буду оказать ее. Делитесь моими контактами, ссылочками на канал. Всего вам хорошего. Ну и до новых встреч!